В ходе геологической истории Земли на территории, занимаемой Россией, сформировалось 13 непохожих друг на друга регионов, которые ученые называют физико-географическими странами. Существование таких стран измеряется миллионами лет. У каждой свое происхождение, своя геологическая структура, особенности рельефа, а значит и особые природные условия, которые определяют ее своеобразие. Финно-Скандия – физико-географическая страна на северо-западе Европы, общей площадью около 2 миллионов квадратных километров. Названа по преобладающему на территории расселению скандинавов и финно-угорских народов. В ее российской части располагаются Мурманская область, Республика Карелия и часть Архангельской области. Финно-Скандия сложена кристаллическими породами Балтийского щита, гранитами и гнейсами. Это древние и очень прочные породы, из которых состоят фундаменты континентальных платформ. Обычно они находятся в глубинных слоях Земли, но здесь мы их можем видеть. Во многом благодаря ледникам, которые соскребали слой осадочных отложений, оставляя на поверхности эти камни, участвовавшие еще в образовании планеты. Большая часть региона находится за полярным кругом и выходит к Северному Ледовитому океану. Однако климат здесь для Арктики не так уж суров. Причина тому – теплое течение Гольфстрим, один из рукавов которого заходит в Баренцево море. В 150 километрах от Мурманска находятся Гавриловские острова, охраняемые Кандалакшским заповедником. В сопровождении сотрудников заповедника мы отправимся к островам, чтобы погрузиться в море и на себе ощутить тепло Гольфстрима. Конечно, это не будет погружением в теплую ванну. Вода холодная. Тепло нельзя почувствовать, а можно увидеть. Оно в разнообразии подводного мира, которое трудно ожидать в Арктике. Впрочем, первое встреченное нами существо – обитатель холодных вод – арктическая медуза циания. Оказывается, она самое большое животное на планете. Ее щупальца достигают в длину 35 метров. Медуза-хищница, питается планктоном и мелкой рыбой. В одном из рассказов о Шерлоке Холмсе «Львиная грива» от ее ожогов погибает человек. На самом деле опасность яда циании сильно преувеличена. Он может вызвать у человека лишь сыпь или аллергию. Под водой у всех существ в распоряжении появляются то, чем на суше владеют только птицы – способность двигаться в 3 измерениях. Но за это приходится расплачиваться скоростью. Здесь даже звезды падают медленно. Много можно желаний загадать. Опускаясь вслед за звездой, мы словно оказываемся в пещере сокровищ. Разные виды рыб, морские ежи и звезды, актинии всех расцветок, похожи на драгоценности. В стороне от этого богатства куда-то бредет рак-отшельник.
Часто можно встретить здесь и камчатского краба, привезенного сюда с Дальнего Востока и широко здесь расселившегося. Отовсюду за нами наблюдают сотни глаз. Светом своих фонарей мы внесли беспокойство в этот темный придонный мир. Но едва привыкнув, они продолжают свою повседневную жизнь. Ее основа питания, а принцип простой. Более крупный ест более мелкого. Хоботки асцидий неустанно процеживают кубометры воды, извлекая из нее питательные вещества. Волоски морского желудя, как пружинки, сгибаются и разгибаются, захватывая планктон. Хищникам здесь не обязательно быть ловкими и быстрыми. Придонное течение само приносит прикрепленным к скалам актиниям пищу. Подхваченное потоком сквозь заросли ламинарий плывет прозрачное существо, кажущееся совершенно безобидным. Но это грибневик, он тоже хищник, да еще какой. В день он может поглотить в 10 раз больше своего веса. Все здесь под водой необычно. Мы с сожалением покидаем этот причудливый мир, созданный теплом Гольфстрима. Теплое дыхание течения распространяется далеко на сушу. Климат здесь более мягкий, чем бывает на таких широтах. Лето влажное, а зимой часто бывают оттепели. Совершая обход, инспекторы заповедника Кивач крепко увязли на заснеженном озере. Полозья видавших виды буранов узкие, давление на лыжи большое. Однако то, что плохо на размокшем снегу, имеет преимущество в лесу. По ширине полозьев буранов инспекторы делают мостки через многочисленные ручейки и овраги. Браконьеры же пользуются в основном современными широкими снегоходами, которые здесь просто не пройдут. Приходится им сворачивать с дороги, а значит, у инспекторов больше шансов их задержать. Такая вот тактическая хитрость. Территория у заповедника небольшая. Пейзажи типичные для Карелии. Лес, озера, скалы. Впрочем, здесь есть и особая достопримечательность. Да какая! В честь нее заповедник и назван. Водопад Кивач, воспетый некогда местным губернатором и великим поэтом Гаврилой Романовичем Державиным. Алмазно сыплется гора с высот 4 скалами. Жемчугу бездны и серебра кипит внизу, бьет вверх буграми. В записках Державин писал: «Чернота гор и седина бьющей шумом и пенящейся воды наводит некий приятный ужас». Увы, сейчас мы уже не можем увидеть водопад таким, каким его увидел поэт. Высота не изменилась, он остается одним из крупнейших равнинных водопадов Европы. Но река Суна стала менее многоводной. Выше по течению построили ГЭС, и часть реки направили в Онежское озеро по искусственному руслу. Впрочем, и сейчас черно-желтая вода цвета торфяных болот, вскипающая между скал, производит впечатление. Суна – приток Онеги, одного из крупнейших озер Финоскандии. На озере есть немало островов, самый известный из которых – Кижа.
Зимой добраться до него из Петрозаводска можно только на вертолете. Погода была нелетной. Прождав в аэропорту целый день, мы обратились за помощью к музею-заповеднику Кижи, и нам предложили такой транспорт. Он забрал нас на северной оконечности озера, откуда до Кижей уже недалеко. Пожалуй, здесь мы видим один из самых поразительных примеров того, как человек дополняет красоту природы. Широкая гладь озера, низкие берега и вдруг эти устремленные вверх постройки. Эксцентричность и вместе внутреннее их спокойствие удивительно. У Преображенской церкви 22 главки, которые символизируют 9 ангельских чинов, 12 апостолов и самого Христа. Но ощущение нагромождения не возникает. Это величественный шатер, раскинувшийся под северным небом. Церкви 300 лет. По преданию, ее создатель, плотник Нестор, закончив ее, выбросил топор в озеро, потому что понял, что ничего подобного сделать уже не сможет. Кижский погост состоит из 3 церквей и колокольня. Преображенская летняя церковь, рядом зимняя, Покровская. Зима – время реставрационных работ. Есть легенда, что церкви построены без единого гвоздя. Это, конечно, не так. Даже каждую дощечку, лемех на главке приколачивают гвоздями. Остров не широк, но вытянут в длину. На нем множество других построек, привезенных сюда со всего Заонежья. Срок жизни деревянных строений небольшой. Здесь, в музее, их спасли от разрушения. Само Онежское озеро – один из уникальных природных объектов. Пробы, которые берут ученые, показывают, что у него чистейшая вода, несмотря на судоходство и предприятия, расположенные в его бассейне. Разумеется, это не продлится долго, если загрязнение будет продолжаться с той же интенсивностью. Ценность же озера имеет не только местное значение. По запасам пресной воды Онега занимает 2-е место в Европе. Недалеко от него находится и 1-е – Ладожское озеро. Его площадь около 18 тысяч квадратных километров. Это настоящее море, большое, бурное. Ладога известна своими ветрами и штормами, доставлявшими множество неприятностей корабельщикам. Как и полагается морю, на Ладоге есть острова, даже целые архипелаги. Они представляют собой гранитные скалы, выступы Балтийского щита. Слой плодородной почвы небольшой, однако здесь растут могучие деревья, которые буквально вцепились в камни. Самый большой и известный – монастырский остров Валаам. Монахи пришли сюда более 1000 лет назад. За это время они превратили скалистый остров в цветущий сад. Они высадили здесь растения, несвойственные северу – липы, дубы, ивы, черемухи. Деревья прижились, образовав с местными соснами и елями великолепные парки.
Другие, менее крупные острова Валаамского архипелага людьми не заселены. На них можно увидеть уникальный пресноводный подвид кольчатой нерпы – ладожскую. Морские тюлени появились здесь после таяния ледника, когда озеро соединялось с морем. Потом уровень воды упал. Ладога стала отдельным водоемом. Постепенно вода ее опреснилась, а тюлени продолжали жить, приспосабливаясь к новым условиям. Только вот замкнутый ареал обитания делает этот вид очень уязвимым. За последний век популяция ладожских нерп сократилась с 20 до 3000 особей. Причины – браконьерства, загрязнение озера, беспокойство со стороны людей. Сохранением островных экосистем занимается природный парк Валаамский архипелаг, но необходимы меры по комплексной защите всего озера. Такова Финоскандия, северный край, относительно малозаселенный, где природа во многом сохранилась в первозданном виде. Однако экосистемы, существующие в сложных климатических условиях, очень хрупкие, а их восстановление проходит медленно, поэтому любое вредное воздействие может оказать непоправимый ущерб.